Всем привет! Сегодня сделаем очень вкусные бутерброды на любой праздничный стол. Они получаются такими вкусными, что их можно готовить хоть каждый день. И первый восторг от этих бутербродов мы получаем через бородинский хлеб. Берем вот этот бородинский хлебушек, нарезаем его вот так вот пополам на прямоугольные полоски. Сколько сделать вам таких полосок, решать только вам, но повторюсь, очень вкусно получается. Затем эти полоски с хлеба нужно будет превратить в гренки. Я же их обжарил на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Затем берем соль, чеснок и натираем эти греночки с двух сторон вот таким вот образом. Смотрите, если вы хотите делать греночки в тостере, никто вам это не запрещает. Но как по мне, обжаренные они намного вкуснее. Таким вот способом натираем полностью все гренки, которые вы для себя обжарили. Ну а далее приступаем к приготовлению самой намазки на бутерброды. В глубокую тарелку отправляем одну консервную банку тунца без жидкости. Жидкость нужно будет слить. Берем вилку и сам тунец еще раз разминаем на более мелкие кусочки. Затем сразу же в эту тарелку нужно натереть на крупной терке заранее отваренные 2 куриных яйца вкрутую. Затем нам понадобится 2-3 либо маринованных, либо малосольных огурчика. Их нужно будет постараться полностью все нарезать на маленькие кубики. Чем меньше сделаете кубики из огурцов, тем будет вкуснее. Нарезанные огурцы отправляем в глубокую тарелку. Еще нам понадобится одна морковка, отваренная, небольшая. Эта морковка у меня большая, поэтому я буду использовать только половину. И ее тоже стараемся нарезать на кубики как можно меньших размеров. Смотрите, эта мелко нарезанная морковка очень хорошо будет имитировать красную икру. Затем небольшой пучок зелени, в моем случае это укроп, нужно очень хорошо измельчить. Как вы поняли, все продукты, которые мы делали, отправляли в глубокую тарелку. Затем вот это все нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. Далее мы сюда добавляем 1 чайную ложку с такой вот большой горкой горчицы в зернах и 2 столовые ложки майонеза. А затем вот это все, что есть в тарелке, очень хорошо перемешиваем. И я вам скажу, что это уже сам по себе получается очень вкусный салат. Его можно уже подавать как отдельное блюдо. Но мы берем уже готовые греночки, которые хорошо пропитались чесноком. И вот таким вот образом формируем наши будущие бутерброды. Смотрите, намазки этой салатной сюда не жалеем. Делайте так, чтобы у вас получилось как будто бы с небольшой горкой. От этого бутерброды будут только вкуснее. Таким вот образом делаем полностью все бутерброды, которые вы для себя заготовили. Смотрите, из этой порции салата, который мы намешали в тарелке, получается 2 вот такие вот большие тарелки бутербродов. Дальше эти бутерброды нужно украсить любым способом по вашему желанию. Я же сделал вот так вот просто по одному кусочку огурчика, по несколько веточек укропчика. И получилось просто, но я вас уверяю, так вкусно, что если вы подадите такие бутерброды на любой праздничный стол, да даже и не праздничный, то гости будут хвалить вас за такие бутерброды и будут спрашивать рецепт. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь роликом с друзьями, пишите в комментариях, что я сделал не так или что вам не понравилось. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Также не забудьте посмотреть еще один не менее вкусный, но очень классный рецепт.